Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Текин не может идти, Баран подходит к нему и спрашивает: «Я спрашиваю в последний раз, ты поговоришь?» Когда Текин говорит, что если я поговорю с полицией, они посадят меня в тюрьму, Баран говорит: «Вы знаете», и собирается уйти, когда говорит: «Хорошо, сэр, я поговорю». Баран поручает ее Ферату и уходит с Диланом. Ясмин же приходит к Первин, когда ей скучно и в плохом настроении, и просит ее немного посмеяться, пожалуйста, чтобы она не расстраивалась. Когда Баран говорит, что Текин не пошел на смерть намеренно, поэтому я это сделал, Дилан спрашивает: «Ну, теперь все кончено?» Баран говорит: «Поверьте мне, все кончено». Текин заговорит, и Хасана заберут. Точка. Джавахир Хасан злится, удивляясь, как он не сообщил об этом. Он говорит: «Я совершил ошибку, привлекая к этому делу полицию. Я буду делать свою работу. Продолжайте следить за Бараном. Он раскроет правду, несмотря ни на что. Найдите Хасана». Беран просит Дилана подготовиться к вечеру и говорит ему, что у них будет приятный поздний ужин. Когда Дилан взволнованно и спрашивает, что она наденет сегодня вечером, Беран говорит ей выбрать платье с закрытыми глазами. В то время как Беран признается Дилану в любви, потому что часов не хватает, чтобы любить тебя, Дилан говорит, что на сегодня хватит, дорогая, иначе я опоздаю на вечер. Акиф приходит к Барану и говорит, что Текин внутри, его показания будут приняты завтра, потому что прокурора нет. Затем он спрашивает Барана, где Хасан, и Баран говорит, что выйдет, когда придет время. Когда Акиф говорит, что это моя ответственность, мне нужно продолжать поиск приказов сверху, Баран говорит: конечно, занимайся своими делами, не волнуйся. Он узнает, что Джавахира Текина задержали, и просит адвоката немедленно выяснить, в какой палате он находится. Дилан сделала ей прическу, макияж и выбрала платье. Когда Гуль говорит, что ты очень милый, она говорит: мы с Бараном через долгое время пойдем ужинать одни, я хотела подражать ему. В этот момент, когда Мирана рвет на себя, Дилан оставляет Мирана Гулю, чтобы он вымылся. Когда он выходит, он встречает Барана. Когда Баран говорит ему, что он очень красивый, Дилан говорит: я очень старался, но нашего сына вырвало на меня. Пока Дилан пытается навести порядок, Беран смеется над ним, а Дилан злится на него. Они чистят его вместе, но поскольку запах все еще сохраняется, Дилан решает его поменять и просит Барана о помощи. Но Баран: прости, моя жена, у меня есть работа, и моя жена выбирает самое красивое. Как я всегда говорю, все, что ты наденешь, будет хорошо смотреться, затем она целует ее и уходит. Когда у Дилан возникают трудности с выбором платья, она жалуется на отсутствие помощи со стороны Барана. Когда Беран возвращается в комнату, Дилан все еще не решил, что надеть. Дилан спрашивает: не волнуйся, я не буду тебя отвлекать, ты можешь вернуться к работе, и зачем ты пришел? Баран говорит: я собирался кое-что сказать, ты можешь надеть это, и показывает, что купил для нее красное платье. Дилан говорит: это чудесное платье, ты мой герой-спаситель, и целует ее в щеку. Пока Беран смотрит в зеркало и поправляет одежду, входит Дилан в платье. Когда Беран видит ее в купленном им платье, он гипнотизируется и говорит: ты самая красивая женщина в мире. Дилан говорит: ты тоже очень красивый, но мне кажется, чего-то не хватает, и идет покупать галстук для Берана. Дилан завязывает Берану галстук руками, и Баран в этот момент наблюдает за ним с восхищением. Когда Дилан заканчивает, он говорит, что все готово, но когда Беран вытягивает щеку, говоря, что не хватает еще одной вещи, Дилан целует его. Когда Беран затем говорит, что теперь все произошло, и все стало совершенным и совершенным благодаря тебе, Дилан говорит: это не я, это из-за нас, мы через столько прошли, через что мы прошли, что за это любовь. Прошел, но в конце концов мы победили. Беран, когда ты пришел в этот особняк ценой крови, я разрывался между разумом и сердцем. Хотя мой разум говорил, что это невозможно, мое сердце говорило: если бы эта женщина пришла ценой крови, я бы это сделал. Ненавижу это, я бы сказал, что эта женщина – моя жизнь. Дилан говорит, что ты думал, что ненавидишь это, иначе я бы не смог всего этого вынести.
Когда Бэрон сказал, что я не знаю, смогу ли я вынести эту боль, если бы не воссоединение с тобой, Дилан сказал, что это то же самое, что дало мне ту силу в доме моей матери, которую я говорил, что мой любимый человек найдет. Бэрон говорит, что найдет меня, и ты нашел меня. Когда Бэрон говорит, что мы прошли через очень трудные вещи, Дилан говорит: слава Богу, все кончено, любовь моя. Бэрон говорит, что все кончено и в конце концов победила любовь, а потом они говорят, что победила наша совместная любовь. Бэрон говорит, что наша любовь победила и подарила нам самый красивый плод на свете, нашего сына. Дилан говорит, как прекрасно любить, не так ли? Сердце никогда не сдается, что бы с нами ни случилось, я никогда не буду сомневаться в тебе. Бэрон говорит, что я никогда не поверю тебе, если ты посмотришь мне в глаза и скажешь, что я тебя не люблю. Я думаю, что какой бы приговор мы ни сказали нашей любви, будет достаточно, и она станет бесполезной, я кричу в своем уме каждую минуту, говорит Бэрон, чем больше я говорю и говорю, тем больше увеличивается моя любовь к тебе, я не знаю, каждый живет любовью по-своему, но я очень люблю тебя, Дилан. После того, как Дилан говорит ему, что очень любит ее, они приходят в комнату Мирана. Ферат и Гуль с Мираном. Они ведут короткий приятный разговор и оставляют Бэрона и Дилана с Мираном. Пока Джевдет сидит перед рестораном с Цеврией и Харуном, Первин наблюдает за ними издалека и звонит Джевдету. Когда Джевдет занят и продолжает разговор, Первин говорит: продолжайте улыбаться, госпожа Цеврии, посмотрим, будете ли вы так смеяться, когда Джевдет придет ко мне. Дилан и Баран Миран отправились в путь, проявив небольшой интерес и прочитав книгу. Пока Дилан поет народную песню, они настаивают на том, чтобы Баран тоже пел ее и поют ее вместе. Баран и Дилан приходят к приготовленному для них приморскому месту, а люди Джавахира следуют за ними издалека. Когда Дилан увидела это место, оно ей очень понравилось, и она сказала: «Я никогда не ожидала такого многого, оно завораживает, превосходит мое воображение, я словно в сказке, вы сделали меня такой счастливой». Бэрон говорит, что мой долг сделать тебя счастливым, и помогает Дилану сесть. Они говорят, что очень любят друг друга, и начинают есть. Когда Бэрон приглашает Дилана на танец, Дилан с радостью соглашается, и они начинают танцевать. Они танцуют романтично и с любовью. Пока Харун и Ясмин вместе осматривают свой дом и возвращаются, Ясмин говорит, что она отказалась от деталей свадьбы, которые хотела: давайте просто устроим готовую свадьбу в нашем доме и пойдем домой как можно скорее. Харун: не беспокойся об этой проблеме, мы разберемся. Уже поздно, твои люди будут задаваться вопросом, заходи, говорит он, обнимает Ясмин и отправляет ее внутрь. Он заботливо смотрит ему вслед. Бэрон пачкается, пытаясь откинуться на спинку стула, а Дилан злится, когда говорит Дилану, что это правда, что супруги со временем становятся похожими. Когда Баран уходит, говоря: «Я пойду к раковине и вымоюсь», люди Джавахира следуют за Диланом. Когда Бэрон уходит, он замечает их и избивает. Когда мужчины приходят к нему, он велит им навести порядок. Когда Бэрон опаздывает, Дилан встает и идет в том направлении, спрашивая: «Где ты был?» Что-то случилось с Бэроном. Приходит Баран и спрашивает, что случилось с моей женой. Дилан говорит, что я волновался, когда он опаздывал. Он спрашивает: «Ты не можешь выдержать мою тоску по Бэрону?» и просит его сесть: «Давай, сядем». Когда Дилан говорит, что пока тебя не было, мне в голову пришли плохие вещи, Бэрон говорит: «Не приходи, я здесь, мы оба вдали от всего, давай насладимся этим моментом». Дилан говорит, что кажется, что мы застряли на необитаемом острове, но если такое случится с нашим сыном, мы втроем всегда счастливы, мы очень счастливы. Баран говорит, что все должны видеть твое счастье в том, что ты делаешь, все должны это слышать, благодаря тебе радость в нашем доме увеличилась, если бы не ты, здесь было бы очень скучно. Затем они идут босиком по берегу моря. Дилан говорит: «Давайте напишем послание на бутылке, которую он нашел, и бросим ее в море, может быть, оно дойдет до нуждающихся и коснется жизни других». Когда Бэрон говорит: «Кей, что нам написать?», Дилан говорит, что с нами случилось и что жизнь коротка, поэтому никто не должен ждать в углу, чтобы стать лучше, попытаться полюбить кого-то. Начинают писать статью: «Жизнь коротка, надо делать ее красивой с любовью», и приступаем.
Держите любовь в своем сердце, не отпускайте ее, знайте, что время течет быстро, каждое слово, которое вы откладываете, каждое слово, на которое вы не решаетесь, каждая эмоция угаснет. Любовь не всегда стучится. Дверь человека, крепко держись за нее и не отпускай. Не позволяй плохим событиям разрушить твою любовь. Нет другой жизни, мы пришли и уходим, не позволяй наступить моменту, когда ты пожалеешь об этом и скажешь, что опоздал. Живите жизнью, в которой вы восстановите мир и время, которое вы прожили в полной мере. Короче говоря, времени слишком мало, не оставляйте ничего, чего вы желаете. Подпись автор Миран Коробей, мать и отец Мирана. Они складывают его в бутылку и бросают в море. Харун возвращается в магазин, берет свадебные приглашения, звонит своему другу, который организовал место для свадьбы, и подтверждает, что отправляет арендную плату. Ферат пытается заставить Мирана называть его дядей. Приходит Баран и говорит, что за закрытыми дверями этого не происходит, но первым будет жаловаться отец, сын мой. Когда Ферат затем говорит Барану, что тебе очень повезло, Баран говорит: подожди, сын мой, твоя удача ждет тебя. Ферат очень нервничает и боится, что Гуль расстроится. Баран, ты будешь отцом, а он очень хороший отец. Даже если Бог не позволит, Миран там, мы его вместе воспитаем, дядя значит половина отца, он говорит нет, даже если это произойдет завтра. Баран объясняет, что пока он ужинал с Диланом, ему стало скучно, потому что у Джавахира были мужчины. Он звонит Барану Акифу и спрашивает, все ли в порядке, и узнает, что все в порядке и его показания будут приняты утром. Джавахир отправляет своего человека присмотреть за Текином. Пока Баран укладывает Мирана спать на своих руках, к ним приходит Дилан, и они спорят, называть ли его сначала мамой или папой. В мемуарах, которые она подготовила для Мирана, Дилан пишет о том, что она пережила сегодня с Бараном. «Я проведу всю свою жизнь, пытаясь быть достойным тебя. Я обещаю тебе, ты вырастешь в самом счастливом доме на свете, как говорят твои мать и отец, которые любят тебя больше всего на свете». Пока Дилан спал, Баран встал, собрался, подошел к кровати Дилана и погладил ее по волосам. Когда Дилан просыпается и спрашивает, к чему он готовится, Баран Текин говорит, что даст показания сегодня, ни о чем беспокоиться, я приду и уйду. Когда Дилан говорит, что ночь прекрасна, Баран спускается вниз и говорит, скоро мы сделаем это снова. Пока Цеврии готовит стол, Джевдет получает сообщение на свой телефон, Цеврии замечает его и понимает, что оно от Первина. Но когда приходит Джевдет, он не может смотреть. Джевдет паникует и идет навстречу Первину, а Цеврии следует за ним. Ферат и Гули узнают, что у Ферата нет проблем, и с радостью обнимают его. Между тем, первый выстрел Сиаира в мужчину Текина в раковине – это шампуры. Пока госпожа Азади и господин Кудрет пьют кофе, к ним приходят Дайан и Баран. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.